Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи Семен Уралов. Семен, приветствую вас. Приветствую, Александр. Всем зрителям, слушателям тоже А, привет. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. Все ссылки на Семена Уралова, его YouTube канал и его Telegram канал, милости прошу в описании к этому видео. Начать я предлагаю с, такого действительно переломного момента. Или ляпнул для красного словца, или действительно что-то готовится. Давайте разбираться. Трамп санкции против и России, и Украины готовит, если, мол, ничего не выгорит. Ну, а в плане там как бы выгорания, имеется в виду не войны, что все устали, а что выгорит дело мирное, скажем так, мирное разрешение, вообще ничего на это не указывает. Зеленский выходит и говорит, вот Россия такая-сякая, не дает никаких сигналов о встрече. Встреча Путина и Зеленского тоже под большим вопросом. В общем, так худо-бедно, неделька-две, еще какой-то срок, и мы что получим? Санкции против России очередные и, внимание, против Украины. Получается, что Зеленский сам зарыл эту мину, говоря о том, что Украина теперь не жертва агрессии, а боец. Выдержит боец удара от США? Ох, ну тут сложный сюжет, потому что в нем есть несколько сюжетных линий. Есть линия сюжетная магистральная, которую мы с вами разбираем уже неоднократно. Это о том, что это война индейцев для США. И, конечно же, нужно зарабатывать на обоих племенах. Максимум и на дружественных, и на вражеских, да, индейцах. Ну и, соответственно, одно из вот этот пластов, на него сверху настраивается другой пласт под названием американская прагматизация. Это то, с чем пришел Трамп. То есть там же постоянно борются две концепции. Мы должны вмешиваться по всему миру. Это наша задача. А вторые потом приходят и говорят, нам это слишком дорого обходится, давайте уходить откуда-то. Ну, вот как мы видели на наших глазах, там ушли из Афганистана. Хотя сколько лет там зарабатывали деньги. Вот если сейчас просто это не в повестке, но если мы посмотрим, в том числе там и коррупционные дела, связанные с Афганистаном, сколько там тратилось, в том числе через ЮСАИД, на какие-то непонятные программы, мы увидим, что каждая война для США безотносительно вообще в какое время она происходила, это был большой бизнес. И этот большой бизнес всегда строился одновременно с, это вот в рамках когнитивной войны, да, я называю надуванием глобального инфопузыря, то есть каких-то иллюзий. Вот. Это были иллюзии, скажем так, новая эпоха, в которую мы живем, она, конечно же, началась как раз в это же время интернет к нам пришел. И, собственно, история с падениями, нападение на башни-близнецы. Это как раз начало нулевых. Вот это началась эпоха, в которой войны стали уже у США не просто глобальные, но а медиа-глобальные. То есть, как раз, я говорю, это из плюс-минус совпадает с эпохой интернета и больших, собственно, корпораций. И поэтому Трамп, он сейчас, будучи, как мы тоже уже установили, да, будучи мастером спецопераций когнитивных, будучи человеком-подростком в этом смысле, который всегда в соцсетях острыми месседжами добивает свою аудиторию, он сейчас доотрабатывает свое амплуа прагматика. То есть ему нужно по всем позициям отстроиться, что я прагматик, я, так сказать, работаю только на наши интересы. Потому что у него же там тоже есть проблемы. Если мы посмотрим на данные социологии, да, у него-то рейтинги внутри падают. Вот. И у него все... Республиканцев больше становится. Почему? Ну, Демократы как вот бы под лавкой. они-то под лавкой, но лично Трамп же, смотрите, Трамп это не партийный президент. Это президент-личность. И все, на что он играет вот сейчас, вот его это же уже не просто финал, это вершина его карьеры сейчас. Да? То есть человек, который не просто стал президентом Града на холме, а дважды стал и вернулся на жажде мести во многом. Да? То есть он доказал свою правоту, а теперь он играет в человека, личность мирового масштаба. То есть там уже амбиции совершенно зашкаливают. Да? Но это игра, в которую он играет на глобальном, так сказать, рынке. А на внутреннем рынке ему приходится все равно оставаться внутри вот этой партийной конкуренции
искать союзников, терять их, ну, постоянно ссориться с кем-то. И просто для правильного анализа проходящих процессов нужно всегда разделять вот эти две плоскости. Трамп, который удовлетворяет свои суперэгоистические амбиции, вот, которые ему нужны, да, то есть Нобелевская премия мира, чтобы все его хвалили, ну и пошло-поехало, да, он хочет стать новым Рузвельтом, грубо говоря, вот, или Трумэном, ну, короче, кем-то, да, вот таким вот, ну, чтобы его в ряд поставили, чтобы его на долларе потом напечатали, ну, вот, это ж такие вот у него амбиции, да, и это где, так сказать, Трамп истинный, который действительно, а вот Трамп, который должен возиться в этой, ну, межпартийной, межгрупповой возни, ему это противно, но ему приходится этим все время заниматься. Да? И поэтому он выбрал позицию отстраиваться, что я великий прагматик. То есть для того, чтобы работать с обоими частями электората, да, даже те, которые его не уважают. Он же теперь президент, и любой президент, даже пришедший в ходе второго тура, да, который как бы раскол всегда. А в Америке всегда раскол. И теперь ему нужно просто играть. Это я просто уже как политтехнолог разбираю, почему он себя так ведет. Да? Поэтому у него есть своя шизофрения на уровне политического личного эго и на уровне, так сказать, его функциональных обязанностей, которыми ему приходится заниматься. А вот что касается санкций и вообще этой игры санкционной, то она же очень просто устроена. Это же шантаж. Ну, то есть, сначала идет большой шантаж, ты нам отдашь 100 рублей, вот, добровольно 50 отдал, ну, все, молодец, отлично. И человек доволен, что он отдал в половину меньше, чем, собственно, был должен, да, и с помощью шантажа получили. Это метод не новый. Это, в общем-то, метод, который был отработан на Мексике в течение очень многих лет. Они с помощью такого шантажа половины Мексики и отжали территорию. Вот. Они постоянно выдвигали такие неадекватные требования. Вот. А потом, ну так а как появилась Калифорния в составе США? Этого ничего не было. Откуда появился Техас в составе США? Откуда вообще появилась вот эта Флорида, где этот местный Крым, их, да, где все отдыхают? Там это вообще-то была республика Семинолов. Вот. А где Семинолы? Мы же наверняка все читали Ациолу, вождя Семинолов. Да? Кто такие были Семинолы? Это потомки негров, индейцев, рабов и белых свободных, которые попытались сбежать от этого монстра, который зарождался во Флориду, и сделать там республику. Ну, их просто уничтожили под корень. Не дали Украину, ничего. Запорожскую сечь. Нет, Запорожская сечь – это другая история. Я напоминаю, Запорожскую сечь слил Мазепа. Там же после интеграции казаков с империей было разделено на два управления. На севере вот это Чигири, ну, красной границы с Курской области, это была Гетьманщина. А на юге была Запорожская сечь, так называемое низовое воинство. И низовое воинство слили гетьманы. Ну, то есть, в ходе интриг они слили. И поэтому, ну, оно же как слили? Что произошло с запорожцами? Они сначала переехали в Бессарабию, на юг Одесской области, и стали Черноморским войском. А потом они переехали на Кубань. Я же сейчас вот в Кубанском университете как раз занимаюсь и наукой, и преподаванием. Вот, в центральной улице Красной стоит памятник запорожским казакам, которые жители Кубани считают одними из своих прародителей. Ну, не только. Там просто пришли и запорожцы пришли, и еще пришли часть, дончаков, да, то, что называется, соединились. Два войска казачьих. И никто не стесняется украинского языка. Поэтому тут была иммиграция. Если бы семинолы бы им бы куда-нибудь перевезли в Лос-Анджелес и сказали, вот вы тут будьте, короче, республикой, то это можно было бы сравнивать. А сечью сравнивать нельзя, потому что настоящая запорожская демократическая сечь, которая это Разбульба, которая наша общая, она до сих пор живет у нас на Кубани. Вот, и там, говорят, такая прекрасная балачка. Я всем советую почитать книжку «Наш маленький Париж» писателя Лихоносова. Это как раз про Краснодар и про потомков прям запорожцев. То есть, там еще описано, это конец 19 века. Так, Поэтому вернемся. у нас разный подход. Россия всегда... Вот я сейчас вернулся из новых регионов. Ну, так как строится Херсон, извините меня, он последний, имеется в виду область, да, вот Геническ, вот это все Приазовье. Последний раз такая там модернизация была, наверное, в 70-е годы 20 века. Ну, при развитом, когда Щербицкий, Брежнев, то есть
Все кипит, карьеры восстанавливаются. Поэтому это край такой же богатый. Украина это просто у нас воспринимается просто как часть общей страны. И поэтому, учитывая этот климат, все будет процветать. Буквально через Смотрите, несколько вернемся лет. к шантажу. Да? Это прям очень интересно. Трамп говорит, европейцы, даешь войска в Украину. Ну а чего? Сейчас же все ходили, рядили и будут ходить и рядить по поводу этих гарантий безопасности, о том, что чего ждать. То есть опять у нас перескакивает эта история. То есть Россия говорит, давайте мирное соглашение. Зеленский месяцами говорил, давайте сначала прекращение огня на 30 дней, а там 60-90, а потом уже будем садиться и будем там дипломатически, ну, короче, бороться. А, и это долго продолжалось. После встречи Трампа и Путина это исчезло. И Европа такая вся, как бы лапки кверху, говорит, да, хорошо. Вот. То есть все забыли, что вчера требовали прекращения огня, как предустановка к, ну, в общем, к процессу договоренностей. Сейчас нечто похожее происходит с этими гарантиями безопасности. Все встречаются, Рубио со всеми созванивается, Зеленский, в общем, гарантии безопасности. Погодите, а какие гарантии безопасности, когда нет, ну, условно, мира? То есть конкретного мира. То есть это опять вот эта вот перестановка как бы последовательности является абсолютнейшей, понятной даже для самого наивного обывателя технологией затягивания прежде всего. Но тут же возникает момент. Говорит, отправляйте войска. Слушайте, и что тут началось? И в Guardian колонка, и сообщения какие? Какие войска? Население Европы против отправки в Украину войск. Сами страны не готовы, ну вот физически не готовы, как бы чемоданы не купили, некуда складывать вещи, чтобы садиться. Бензина нет, да? Тут еще Зеленский на дружбу намекает, посмеивается. То есть реально не готовы европейцы отправлять войска. Но Трамп это говорит. Сегодня Песков говорит, что Россия против. В очередной раз Россия заявляет, что мы против размещения контингентов западных войск на территории Украины. Собственно, с этого и началась война против НАТО, против приближения западных войск к российским рубежам. Тут стратегически понять можно. Но зачем Трамп это делает и дает этот мячик, бросает в сторону Европы по поводу войск? Тоже шантажирует, но кого и в чем смысл? Давайте разберемся. Эта сюжетная линия, она нами разбиралась вот в первом блоке как раз по поводу того, что Трамп прагматизирует свою персоналию. Да? И он реализует, это в нашей первой или второй беседе мы как раз разбирали подробно о том, что задача переложить финансирование на Евросоюз. Это длинная кампания, которая велась сразу после начала избрания Трампа. Ну, то есть, я напоминаю. И сейчас оно где-то входит, ну, плюс-минус в финальную стадию. Почему? Потому что у нас все бюджеты всегда, везде, во всем мире, они верстаются в конце осени, в начале зимы, да, для того, чтобы потом пошли уже новые планы. Поэтому мы сейчас подходим, ну, как это ни парадоксально, к новому сезону. Вот сейчас буквально через пару дней он начинается. И политический, и бюджетный, и планирование, и все корпорации так планируют. Да? Но я просто напоминаю, как это все устроено. И вот теперь та кампанию, которую он вел, начиная с осени прошлого года, о том, что я заставлю Европу финансировать эту войну, она подходит к своему завершению. И вот сейчас мы в течение вот там сентябрь, октябрь, ноябрь мы должны будем увидеть изменения в бюджеты. Как в бюджеты национальных государств. Ну, вот это то, что Мерц уже заявил, да, что будут сокращаться социальные расходы. И вообще Германия, как социальное государство, в общем-то, закрывается отчасти. Да? Это сейчас начнется в Бундестаге. И главное, бюджеты Евросоюза. Потому что это, ну, как бы эту украинскую трагедию, да, финансируют из нескольких источников. Отдельно есть из консолидированных, ну, как бы евросоюзовских, да, из общих. Но еще навешивают на самые, ну, как бы здоровые экономики Евросоюза. Потому что если посмотреть в количественных показателях, то вложилась больше всего Германия. Но если посмотреть в относительных показателях, ну вот по состоянию на конец 2024 года я как раз смотрел именно, то Эстония. Ну вот, потому что оно в количестве процентов от того, сколько они пожертвовали, это ничтожно в миллионах, да, было, но по сравнению со своими вообще военными бюджетами это было очень много, да. И в этом смысле сейчас у них в Евросоюзе проходит, так как это же союз,
то у них есть и союзный бюджет. И у союзного бюджета есть доноры и есть реципиенты. Да? И, соответственно, если доноры между собой договариваются о том, что они это финансируют, а основные доноры, там, я напоминаю, Германия и Франция. То есть, если у них есть консолидированная позиция, что они финансируют это, то все профинансируют. Потому что все остальное это мелочи на самом деле. То есть, в плане возможностей. И вот это сейчас идет, собственно, борьба, и Трамп напоминает, что он планирует полностью переложить финансирование, потому что для него что такое переложить финансирование? Это начиная со следующего года выставить счета уже европейцам. Ну, потому что они же будут покупать для Украины. А кто счета будет выставлять? Счета-то не Зеленский будет выставлять, счета-то будет выставлять Пентагон. Поэтому Трамп обостряет, им говорит, ну все, отлично, воюем, оружие же вы уже покупаете, давайте, где ваши, так сказать, бойцы, вперед, поехали. Он их подзадоривает, ну вот в этом смысле, если говорить. А если говорить про серьезную партию, которая разворачивается внутри вот этого конфликта, то я считаю, что это венгерская, самая важная, которая открылась. И не только в деле с нефтепроводом. Дело в том, что, давайте просто для себя вспомним, кто такие венгры по мышлению народа. Это же народ пришлый в Европу. И, в общем-то, с территории России. Вот то, как много в украинской нацистской пропаганде унижают русских, называя их угрофинами, это же вечная история. Мы славяне, а это угрофины. Но я напоминаю, что вот венгры это конкретно угрофины. Вот те самые, да? И нельзя, качая вот такую вот мерзкую нацистскую антиугрофинскую пропаганду, думать, что она будет касаться только русских, в которых много угрофинских корней. Да? Вот я там в Республике Коми там, себя в свое время увидел, очень похожего человека на фотографии. Да? Хотя мы смешаны. А это же распространялось и на Венгрию, и на Польшу. То есть нельзя идеализировать бандеровцев и думать, что бандеровцы были только антирусскими, антисоветскими. Нет, они были антипольскими. Это, в принципе, была... это резня, да, была. То, что их надо сравнивать с хорватскими, усташами или еще с какими-то. И вот история с Венгрией, обратите внимание, это то, что мы тоже разбирали, да, что есть проблема авторитетных политиков, которые много лет в политике и удерживаются. Вот Орбан – это один из таких политиков, как мы на примере Лукашенко. То есть он уже все поколение находится в политике. И его отодвигали от власти, возвращали. И какую он занял взвешенную позицию в ходе всего конфликта украинской трагедии. Обратите внимание, на Украине было несколько референдумов в момент ее создания. Один референдум в Крыму, что мы, в общем-то, не очень хотим быть с Киевом. А еще один референдум был в Закарпатской области, о которой забытый референдум, да? О котором предпочли вообще умолчать. Хотя он был в 1991 году. Вот. И обратите внимание, венгры никогда не стимулировали какой-то особый прям сепаратизм. Киев пытался им это предъявить. Нет, они просто выдавали паспорта тех, кого считали этническими венграми, и это правильно. Потому что я напоминаю, что, например, та же Украина выдавала паспорта, нормальная Украина, не пост-Украина, в том числе приднестровцам, украинцам. Вот. Почему? Потому что это нормально. Люди не должны жить в черной дыре, внутренний паспорт, а чтобы выезжать, надо какой-то тоже иметь. Да? Поэтому там у приднестровцев по 3 паспорта бывает, даже по 4. И венгры вели изначально очень здравую позицию по отношению к Украине. Их пытались представить, что она пророссийская, но это в корне неверно. Она прагматичная. И она прагматичная, основанная на том, что венгры, как народ, так сказать, все-таки пришедший с территории России и понимающий, все-таки мышление и язык очень сильно определяют, да, они прекрасно понимают, что такое Россия. Потому что у Венгрии было свое восстание 1956 года. В Венгрии интересно, там были свое подавление, да, восстаний, своя история отношений. Вот. И там прекрасно понимают, что Россия идет до конца. Вот. Это как долго запрягают, но быстро едут. Сейчас начался этап, в общем-то, езды. Может быть, не такой быстрый, как хочется в фильмах мы видим. Но, в принципе, по сравнению с тем, что было 10 лет подряд, и Орбан был единственным человеком, который прагматично всегда говорил, что придется договариваться, и нельзя ни в какие НАТО вступать. Но я напоминаю, то есть это же главная была история, чего говорили, не надо вступать в враждебные нам союзы.
Хотите быть нейтральными? Пожалуйста. К нам в Союз добро пожаловать. Сколько звали? В таможенный союз. И пример Венгрии показывал, что при прагматизации можно даже проводить европейскую интеграцию и иметь нормальные отношения с Москвой. По прагматичным вопросам, по нефти, по газу, в том числе по этому самому, по культурным вопросам. Есть же там отдельно там, союз угрофинских народов, до сих пор общаются, несмотря на то, что Финляндия совсем не дружественная. Тут же еще парадокс, народы же дружат по своим культурам, а большинство финно-угорских народов живут на территории России. Вот, а не за ее пределами. Только, собственно, финны, эстонцы и венгры живут за пределами России. И поэтому позиция Венгрии, она изначально была, что очень важно, она была историческая. То есть, это страна, которая пережила такое количество катаклизмов на своей территории. И все эти катаклизмы были связаны с соседями. И Украина это ну, всегда была сосед у СССР или в виде еще чего-то. И они сразу, Орбан подсказывал, не надо так себя вести, не надо провоцировать, не надо в НАТО форсировать. И Я вот сейчас позиция Орбана становится доминирующей. Вот что важно, это вот моя главная мысль. И поэтому, так как она становится доминирующей, включается режим, это я считаю чисто криворожская месть. Ну, то есть, вот это мы имеем дело с чисто гопническим подходом. Потому что никаких позитивных, ну, из того, что разбомбили нефтепровод, начнут сейчас прессовать каких-то венгров, ничего не получат хорошего. Ну, вот реально. Потому что у венгров характер тоже угрофинский. Они тоже как бы будут долго думать, собираться, а потом... Поэтому второй фронт может себе открыть Киев на ровном месте. Я просто к чему? Я вот к такому парадоксу. Вы упоминали по поводу, ну, в контексте Венгрии, Польшу. А там же тоже разворачивается не хухры-мухры, как говорится, скандал, скандалище. Пытаются сейчас это... Очень видно, как это пытаются информационно купировать. Прям одни вбросили информацию, что 28 миллиардов украинцы помогли заработать в бюджет Польши. Ну, за эти 3 года. Долларов. Да? Ну, как бы, ничего себе. Причем 12 с лишним... 12 с лишним. Это официально чистые налоги, а там еще опосредованный мультипликатор. А другие начинают рассказывать о том, что, смотрите, Украина стала вообще... Вот тоже парадокс, да? На День независимости Зеленский рассказывал, смотрите, какая классная Украина, она объединила США и Европу. А сейчас вбрасывают информацию, что поссорили Туска и Навродского, ну, условно, в Польше, тема Украины. Как бы тут она объединитель, тут она разделитель. Но это так, скажем так, может, политтехнологически интересно. По факту мы имеем, ну, ужас. Вето на закон о поддержке украинцев. Если так разобраться, украинцев много в Польше. И неработающим украинцам выплаты 800 злотых, поймите, ну это же как бы на детей, это все равно поддержка, это все равно важно для этих украинцев, которые там не вот эти на крутых рейндж-роверах приехали бизнесы переоформлять, или там прятаться в Европе, скупать недвижимость, как вот сын Стефанчука, студент, купили квартирку нормальную ему в Варшаве, все хорошо. А это реально, ну, люди, которые приехали, работают, пытаются как-то выжить, ну, я имею в виду основную массу. Это серьезнейший удар. Плюс вот эти старлинки, которые там включат, не включат, ну, вот с сентября месяца, с октября, там, до октября вроде как проплат. А будет Польша платить за украинскую связь Starlink или нет? А если нет, а кто заплатит? А что Маск скажет? Вообще никто не будет... То есть ворох проблем из-за вот этих вот решений. А всего лишь-то вопрос в бандеризации, в красно-черных флагах, по сути, ровно то, что требует Россия от Украины. Отказаться от этой идеологии. Вот как неожиданно совпали российские и внезапно польские интересы. Так в чем же проблема с этими красно-черными флагами и бандеровщиной? Они, с одной стороны, совпадают, а с другой стороны, не очень. Потому что, ну вот, наша позиция, например, по поводу бандеровщины, да, что она неприемлема, потому что это одна из форм нацизма. Вот. Ну, национальная версия. Она есть... У казахов есть тоже своя форма нацизма, были свои коллаборанты. Там Туркестанский легион казахов признали эсэсовцами, когда уже Гитлер проигрывал, и корейцами признали. Да? Так тоже бывало. Разный бывает нацизм. Да? Вот. А в случае с бандеровщиной, поэтому у нас он в принципе неприемлем.
А у поляков, которые, в общем-то, наследники, так сказать, иезуитской культуры политической, когда бандеровщина направлена против России или против советской истории, то это нормальная бандеровщина. А вот когда бандеровщина направлена против поляков, вот Волынская резня, еще что-то, то это плохая бандеровщина. Это давняя польская традиция. Ну, поляки же тоже очень специфический исторический народ. Вот у них был, на всякий случай же было две партизанские армии. Армия Людова и армия Краева. Одна была на случай, если, так сказать, советская власть придет, и они будут... А другая больше на Лондон ориентировалась. Никто ж не знал, кто, так сказать, после того, как Гитлера разгромят, ну, кому отойдет, под чей протекторат уйдет Польша. Если уйдет под лондонский, то тогда ну, победили наши, Польша стала частью, Рокоссовский стал, ну, маршал Победы стал первым правителем Польши, и победили партизаны, скажем так, более красные. Но, как показывал история, просто мой дед, он мне хоть и не родной, но он воспитал и маму мою, и меня как родной, он был из польских евреев, немногих, который вот он еще поступал во Львовский университет польский, а заканчивал советский. Вот. Ну, как раз 1939 год. И вот он мне много рассказывал. Он даже читал газету «Трибуна Люда», которая была, ну, польская. И он мне как раз рассказывал вот эти вот приколы о том, что ну, несмотря на советскость Польши, там все равно внутри советскости жил местный национализм, связанный с утратой некогда имперского статуса. Большого, да? И вот эти вот не зря, то, что они называют всходни Кресы, часть Западной Белоруссии и то, что называется Запад, ну, Галиция и Волынь, да, это же давно у них на вагонах метро эти карты рисовали, да? И в Польше давным-давно есть идеология под названием идеологии прометеизма. Это, собственно, такой вот обернутый в ну, такую модную конфетку польский шовинизм. О том, что, в общем-то, задача забрать наши всходни Кресы – это главная задача. Но сделать это самим по себе невозможно. Вот. Поэтому сделать это будет только возможно в том случае, если эти территории будут находиться в состоянии гражданской войны, и потом можно уже будет подбирать. Поэтому поляки планируют, ну, вернее, они бы хотели, вот та часть, скажем так, более шовинистическая, вот, прометеистская, пилсудчина, вот эта вся, они просто бы очень хотели вернуться освободителями в ходе этого кризиса. Во Львов. Вот когда не только во Львов, а Тарнополь, а славное место Станиславов, которые переименовали русские и советские в город Ивано-Франковск. Почему он Станиславов назывался? Он назван в честь сына одного из королей Польши Станислава. Вот. Вообще к этому не имеет никакого отношения никто. Да? То есть это были охотничьи угодья. И ну, у поляков другая же история. Они просто считают, что бандеровцы, почему им это важна карта? Они считают, что бандеровцы изгнали поляков с мест своего как бы исконного жительства. Да? Потому что в чем была особенность и Волыни, и Галиции? Там же была через полосица, как у нас на Кавказе. Вот тут несколько сел русинских, православных, например. Они себя русинами считают. Здесь несколько сел русинов, греко-католиков. Они себя больше там украинцами считали. Да? Тут несколько сел польских. И еще, может быть, еврейское местечко. Ну, вот так оно было устроено. И когда пришли немцы, они же сначала поручили вырезать евреев, ну, подручные, да? А мясники и людоеды, мы же разбирали, что ТЦК это модель АУН, да? Когда людоеды попробовали крови, они не могут остановиться. И поэтому сначала на этих территориях были уничтожены евреи, ну и советские, да, те, кто как бы поддерживал советскую власть. А потом перешли к полякам. Вот. И поэтому поляков же их просто уничтожили в тех городах, если Мостыська, вот мы откроем карту Львовской области и посмотрим, там они жили столетиями. А им создали такой террор, что там вообще почти никого не осталось. Я рекомендую в этом смысле читать книгу Масловского Виталия, историка, которого в 99 году убили во Львове. Книга называется «С кем и против кого боролись украинские националисты». Это книга, которую она на украинском языке, он украиномовный был. Она ее отказались издавать на Украине в свое время. Вот. И после этого его сбросили, в общем-то. Там он все подробно разбирает. Поэтому история с польским национализмом, она имеет следующий фактор. Первое. Проходит украинизация Польши. Но не только Польши. Все, кто связался, так сказать, с поддержкой Украины, они украинизируются. Поэтому в Польше растут свои шовинистические настроения.
Как их можно, ну, то есть, что с ними можно сделать? Тут уже надо разбирать политтехнологически. Их можно во что-то конвертировать, вот. Либо можно включить режим внутреннего национализма. Они съели наше сало. Они нас объедают. И если победит, вот так сказать, националистический подход, то граждан Украины, вот, там же не только украинцы, там эти же поляки могут быть, кто угодно. Вот, их, в общем-то, превратят, ну, в такое подобие, ну, как вот в Риме там были рабы, а были колонны. Вот, колонны, они же вот чуть более свободные, чем рабы. Или у нас среди крестьян были крепостные, а были закупы. То есть, такие вот, ну, полусвободные, да, сильно ограниченные. Поэтому я думаю, что это неизбежно. Вот, потому что перемога не получается. Все-таки в Польше сделали ставку на перемогу и на то, что они будут зарабатывать с транзита на этой войне. Да? Судя по всему, как бы на прошлых выборах польское общество сказало, ну, не особо да этой стратегии, поэтому ПИС провалился, да, ну, партия на выборах провалилась, потеряла власть, да. Взяли как бы демократы, ну, которые больше пронемецкие ориентированы, сейчас у кого есть власть. Но если Германия будет играть в игру «вооружай Украину и финансируй», то Польша никуда не денется, ей придется выполнять эти обязательства. А война не популярна, поэтому нужно разыграть следующую технологию. Мы продолжаем поставлять вооружение и вкладываться в войну, но внутри прижимаем украинцев и своему электорату объясняем, что мы на самом деле боремся за ваши права. Так а Вот что это такая тогда? простейшая Что это за технология. поддержка тогда? Ну вот куда такая модель вывезет и в какую там картину будущего для Украины это встраивается? Ведь давайте так, присовокупим сюда, вот это прям очень интересный момент. Значит, Украина, Зеленский дарует свободу людям с 18 до 22. Ну, сейчас там разгорается скандал, что не до 22, а до 21. Если 22, то уже как бы нельзя. Публикуют вот эти все, ну, в момент нашего разговора слитые, да, то есть не официальные, а вот слитые вот эти постановления Кабинета министров Свириденко. Вот, ну, как бы приоткрывается окно свободы, но вместе с этим, если ты перебегаешь вне пункта пропуска, это уже не штраф, а может быть уголовка предлагается наградить тюремным сроком от 3 до 5 лет, если ты перебегаешь в Беларусь, ну вот эту, ну как бы убегаешь, или в Россию, или там еще так формулировка, как это, к дружественным странам страны-агрессора. А я вот сидел, читал и думаю, елки-палки, так это можно в КНДР, например, а чего нет? Ну, там, может, как-то вплавь, может, ну, а чего? КНДР же дружественная, Иран тоже вроде как дружественная, ну, или там другие страны, для России имеется в виду. А ты вот выезжаешь в Европу, а куда ты дальше поедешь? Тоже вопрос. Ну, в общем, это так, в порядке хохмы. Так вот, смотрите, конструкция какая. Вроде как послабление, но, с другой стороны, ужесточение. И украинцы, которые там, ну, в Польше просто большинство, ну, и страна примерно так по населению, и, в общем, большинство в Польше украинцев, становится сложнее. Сложнее. Соответственно, это что должно мотивировать? Как, возвращаться? Вряд ли, потому что возвращаться куда? Войну же никто не останавливает. Но только при условии, что война остановится, тогда, может быть, да, вот люди вернутся. Что это готовит вообще, вот какие перспективы для украинского народа, ну вот граждан народа? Это самый сложный вопрос, потому что я о нем думаю с 2014 года. Я для этого поехал свою первую книгу писать и в Донецк. Вот, для того, чтобы понять, что такое серая зона, да, как в ней жить. Вот. Ну и многие другие вещи, да. То есть, поэтому рассуждаю больше 10 лет, я пришел к выводу, что вот как государство и государственная принадлежность, почему я ее называю пост-Украина, это государство химера. Вот у Льва Гумилева в его теории вот, этногенеза, да, он хорошо показывает на примере Хазарии, вот, что такое была химера. И не только Украина, ну, не только пост-Украина стала химерой. Подобная химера – это Албания, непонятная черная, а особенно Косово. Вообще непонятная черная дыра. До сих пор мы не понимаем, что происходит в Боснии и Герцеговине, которая управляется тремя. Но что там происходит, вообще, ну, реально черная дыра.
Если мы посмотрим, например, во что там Сомали, да, и прочие вещи, да, то есть на карте, я к чему хочу сказать, на карте мира и неподалеку у нас много подобных государств-химер. Ну, как, например, в Таджикистане непонятно, что проходило. И, например, людей с паспортами Таджикистана вообще очень много никого не пускали. Да, потому что там афганцы легализовывались через Таджикистан. И поэтому эта проблема очень серьезная. Это проблема сверхсерьезная. Потому что может быть, кому-то не понравятся мои слова. Или покажется, что как бы я излишне сгущаю краски. Но я не вижу ни одной политического субъекта внутри пост-Украины, которая держала бы курс именно на демонтаж как вот этой химеры. Раздали паспорта непонятно каким уголовникам со всего мира. Непонятно, куда людей разогнали. Никто никогда не занимался помощью украинцам, гражданам Украины за рубежом. Ну, помним, там вот самая знаменитая история про судно «Фаина», да? Да, сколько ей там в заложники когда взяли. Ну, я тогда в Одессе как раз активно работал. Да, в результате и российское посольство в том числе и помогало выручать очень часто. То есть, эта химерность, она давно формируется. Государству плевать на собственных граждан. Объективно. Абсолютно плевать. И, соответственно, из того, что я вижу, они не будут ничего лоббировать для тех граждан, которые за пределами остались. Они для них точно так же, как оказались жители ДНР и ЛНР в 2014 году. Вот все, кто уехал за пределы Украины, без разницы в какую сторону, в Польшу и все, для нынешнего Киева это такие же люди, как люди в свое время были в ДНР и ЛНР. Там же не все даже не то, что поддерживали республики, не поддерживали. Они просто жили в своем городе. Я таких массу знаю. Дончан, луганчан. Они в этом смысле были аполитичны. Но нет, я живу в своем городе, я не буду уезжать. Вот, я остаюсь. Многие же даже сохраняли паспорта, не брали долго, ДНР, ЛНР паспорта. Да? И не то, что они были там проукраинские или там чего-то хотели. Нет. Но отношение к ним было скотское, я просто напоминаю. Пенсии не платили, устраивали как? Ты должен приехать в Константиновку, чтобы пенсию собрать 50 этих самых справок, и тебя потом унизят еще на блокпосту. Я просто напоминаю всю эту историю. И вот сейчас такое же отношение, как к жителям ДНР, ЛНР в самые сложные годы, именно 15-й, 16-й. Когда вот пока не признали документы, в 17-м или 18-м году Россия первый шаг сделала, когда стали легально, там же был ужас, у людей не было свидетельства о рождении. Но вот сейчас вот находятся люди в Испании где-нибудь, в Польше, еще где-то, рождается ребенок. Это же в консульство нужно, правильно? Достигает совершеннолетия. А я напоминаю, как мучились. Вот как житель Донецка родился ребенок, ему выдали свидетельство о рождении республиканское. Пока Россия Украина не то, что не признавала, за это в тюрьму бы посадили бы. За то, что ты взял свидетельство о рождении своего ребенка с паспортом, со штампом республики. Да на море не могли съездить, потому что ты не можешь выехать, ты ни ребенка не можешь сделать загранпаспорт. И это даже не вопрос политики. Государству химере плевать на своих граждан. И поэтому мой главный совет, учитывая, что я все-таки вижу, что война до 2050 года, что биореактор слишком выгоден правящим элитам всех групп в Киеве, в Польше и не только в Польше. Гражданам Украины нужно в первую очередь думать о том, какие документы и где приобретать, независимые от Киева, потому что они будут только ухудшать жизнь. Ну и дальше я нахожусь в той же гипотезе, что нигде, за исключением России, Белоруссии и Приднестровья, но оно слишком маленькое, к жителям Украины, безотносительно от того, из какого они края и какого региона, будут относиться как к своим. Вот какой ты человек. Потому что во всех остальных украинцы, жители Украины, скажем так, выходцы из Украины, это все приезжие. Так или иначе. Переехавшие. И они только будут своими во втором или в третьем поколении. Как это обычно и бывает. Да? Но они к тому времени либо станут уже совсем поляками. Что делать? А те, кто в первом поколении, особенно те, кто ребенок, школьный, это же надо получать образование нормальное. Документы потом оформлять. Куча всяких дел. Дойдет до того, что еще ловушка будет захлопываться, когда надо в Киев вернуться. То есть, закроют какую-нибудь выдачу какой-нибудь консульской услуги. Да?
Давай, ну как сейчас тем карточки заблокировали тем, кто сидят, ну сколько я знаю, многим блокируют, типа ты не находишься на территории Украины, да, тебе хлоп, карточку блоканули, вот. Поэтому будут Так а создавать зачем? Ну, неудобства для смотрите, журналистов. тут же стратегирование. Параллели, они как бы есть, кто-то посчитает их натянутыми, кто посчитает их справедливыми. Это давайте оставим на суд комментариям, в комментариях. Ну, как бумеранг вот такой, да. Еще раз, здесь нет флажков, флагов, политических симпатий. Здесь идет разговор вот сейчас об отношении человека, гражданина, обычного, не знаю, там, любой профессии, то есть никакой, просто человек и государство. Да? То есть человек и государство. Здесь нет там агрессор, там, или жертва-боец, вот это вот, или вот это агрессор-жертва. Ну, Все вот эти равны все. перед государством граждане. То есть тут конкретный момент, то есть отношение к людям. Хорошо. Так а зачем тогда заманивать в эту ловушку? Ну вот ваша теория биореактора, вы ее рассказывали, ну как бы освещали, говорили о ней, да, то есть ну, посвящали всех. Но тут же какой очень интересный такой аспект. Молодежь. Я вот хочу вот, острие такое, да, вот это вот темы. Потому что в целом можно поговорить о том, там, пенсионеры не нужны, а если человек и государство, да, то это как бы налогоплательщик, да, потому что солдат на фронте это тоже ведь налогоплательщик, там же тоже налоги снимают. Поэтому И тут потребитель активный. потребитель, налогоплательщик, можно в этих плоскостях посмотреть на отношения человека и государства. А мне вот интересен молодой человек. Ну, вот там, например, была новость о том, что футболист донецкого «Шахтера» со сборов за границей сбежал несколько месяцев назад, а потом всплыл в Ростове. Ну вот, там второй дивизион, но тем не менее. Причем все таки о, предатель-то. Открываешь возраст, а ему 21 год. Ну, то есть, а это уже, ну как, это же будущее, ну вот вообще страны или там, не знаю, там, в этом роде деятельности, в данном случае там футбола, например, да, то есть это же он же строит себя как профессионал в этом деле, то есть он играет за команды, ну и также в любом можно там, не знаю, там пекарь, столяр, ну кто угодно, то есть и вот он переезжает туда, то есть, а сбежал-то он в Европе, а оказался там, чтобы продолжать свою деятельность. Получается какой-то странный парадокс. С одной стороны, нам говорят о том, что все больше и больше украинцев дома говорят на украинском, по-русски не говорят. Это одни там статистику приводят. Там, «Украинская правда» недавно разродилась. С другой стороны, нам говорят, погодите, так проблема. Молодежь русский контент поглощает, как не в себя. Вот эти там рэп, всякие там музыка, шоу, программы, юмор. Юмор, то, что в чем президент Зеленский избирался, помните, он профессионал был в этой отрасли. Да, То есть получается, что, казалось бы, наоборот, с поколениями должно, ну, нам Подоляк же что говорит? Мы уже достигли справедливого мира. То есть мы оторвались от России, от россиян, мы с ними не будем братскими. А молодежь-то как-то вот неудобная какая-то получается. Потому что пенсионеров средних лет людей как бы переучили, а молодежь что-то выбивается, выпячивается как-то не туда, не в то русло. Это что за процесс общественный? Подчеркиваю, общественный. ну, это культурно-общественный процесс. То есть это не просто общественный. Почему? Потому что, как мы когда разбирали языковой вопрос, да, украинский язык и культура – это составляющая мировой культуры русской. И молодежи, как самые всегда аполитичные, молодежь всегда самая аполитичная. Ну, об этом нам Тургенев в «Отцах и детях» подробно, в общем-то, рассказал, да, и показал, да, что молодежь всегда возмущается по отношению к отцам, да, но по большому счету являются, ну, нигилистами. Ну, я напоминаю даже такое хорошее слово, да, вот забытое нигилисты, слово ничто. Дух отрицания, подростковость, все понятно, да. И поэтому есть реакция естественная молодежи, типа, ну, это война, так сказать, которая взрослых, не наша война, да. И плюс второе, что очень важно, молодежь, это она уже выросла в сетях социальных. И они с россиянами, с белорусами. Ну, причем они же не просто
жителями там России общаются. Они по интересам каким-то. Кто-то в контру шпилит, кто-то там реконструктор исторический, кто-то спортсмен. Да? И это ж я помню эту интеграцию. Там команда в Харькове, команда в Красноярске. Общаются так, как будто друзья. Хотя, может быть, даже не видели по пару лет друг другу. А потом приезжали к себе. Я участвовал в таких движухах «Что, где, когда». Вот, я напоминаю, были в начале 90-х. Они были тоже абсолютно трансграничны. Я, например, что и когдашника Кофмана, который сейчас Общественная палата ДНР, был МИДом главой ДНР, тоже дончанин. Я там знал еще с 90-х по «Что, где, когда». Да? Или там Борис Бурда. Я просто напоминаю. Да? И вот это общение было всегда трансграничным. И то поколение, молодежь, как самое нигилистическое и самое отрицающее мир взрослых, они идут по веянию, Павел Щерин бы сказал бы там чувства и прочего, да, я все-таки через свою профдеформацию. То есть по культуре воспроизводятся, да. А так как украинская культура естественная часть русской, то они не заморачиваются по вот этой вот политизации, да, которая искусственная, когда пытаются разделить целое и его часть. То есть они же пытаются, грубо говоря, вытащить желток из яйца, да, и сказать, что вот яйцо без желтка это и есть настоящее яйцо. Да? Но вот они из украинской культуры хотят вытащить один из стержней, один из главных стержней русский, и сказать, что вот это теперь настоящее яйцо. А молодой человек его не обманешь в этом смысле, да, потому что у него сейчас такой период. Это потом, когда он уже закончит вуз, пойдет работать, начнет от кого-то зависеть. Ну вот социализируется, и тогда его это внутреннее ощущение свободы и нигилизма легкого, да, оно уже сильно будет, скажем так, подвержено внешним факторам, то есть обстоятельствам, то, что называется. А молодежь, она всегда свободная и на это настроена, и поэтому у меня как раз и есть надежда на то, что поколение, это уже как бы мои дети, да, вот по возрасту, что они как раз найдут быстрее общий язык. И я этим очень интересуюсь, я спрашиваю. Мне говорят, что, например, в среде геймеров, то, что называется, спокойно люди общаются. И общался там с питерскими, они говорят, общаемся с киевлянами, с харьковчанами. У нас есть табу на тему там, Зеленский и прочие вещи, да, но при этом абсолютная взаимовыручка и даже помогают, когда кому-то нужно пропетлять. Они потом из Харькова пропетляли, оказались в Питере, помогали товарищи. Это молодежь как раз там 20-25 лет. Вот эта вот история там годичной давности, это то, зачем я наблюдаю. Поэтому я считаю, что из биореактора в первую очередь нужно спасать стариков и детей. Наша позиция в этом смысле гуманистов и людей доброй воли и русской культуры должна быть такая, как у Штирлица в фильме «17 мгновений весны». Я напоминаю, он там говорил, старики и дети. Старики, потому что они не заслужили этого безумия. Они строили советскую страну, они были ей верны. Они, как мы знаем по результатам референдума 1991 года, проголосовали большинство за сохранение Советского Союза. Это был первый референдум. Я считаю, что референдум о незалежности на днях же было. Это была манипуляция, когда общество Украины напугали ГКЧП, что сейчас начнется война, и мы должны быть такие все незалежные. Потому что изначально народ Украинской ССР, да, скажем так, он на первом референдуме, абсолютно, который был свободный. Не было никаких ни ГКЧП, ни переворотов, ни войн еще таких больших не было. Приднестровье не развернулось. Он, в смысле, не так активно. Поэтому стариков, потому что они, это не их вина. А часть их, в принципе, нет. Потому что, мы видим, новое поколение пришло. И молодежь. Она тоже не то, что ни при чем, да, но она имеет шансы, в общем-то, вырасти еще в другом мире союзном, мире, где не будет конфликта между культурой региональной, национальной и культурой мировой. Це буде нормальный русский, украинский свит. Свит в смысле, как мы знаем, в украинском в этом смысле мир, он имеет дополнительную нагрузку. То, что строит сейчас на месте постукраины, это тьма. Это абсолютная беспросветная тьма. Поэтому каждый человек внутри, кто может сделать, он должен занимать позицию Данка. Помните, который выводил людей из темной пещеры? И выводить нужно в первую очередь стариков и детей. Других вариантов нет. Семен Уралов был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя, всем добра и света, несмотря ни на что. Обязательно увидимся. До скорого.